Всем привет-привет! Всем отличного предпраздничного настроения! Сегодня мы смотрим с вами расклад на тему «Счастье – это право по рождению или выбор?». Вот интересный просто такой вопрос. Немножко философский. Но смотрим, то есть это право по рождению или это выбор? Так, две карты, который нам ответит, это право по рождению, либо это выбор каждого человека. Давайте смотреть. Право по рождению, либо это выбор. Знаете, и то, и другое. И то, и другое. Почему? Говоря про выбор, у нас выпадает восьмерка педаклей. Если человек будет над этим работать, причем это работа каждодневная, и эта работа не как труд какой-то, знаете, вот усилия, где надо прикладывать. Нет. Это просто, я бы сказала, как некая такая дисциплина, работа, над которой ты совершаешь каждый день действия по улучшению своей жизни. Немножко коряво сказала, но смысл здесь заключается в том, что для того, чтобы быть счастливым, ты должен каждый день работать над этим. Не для того, чтобы получить это счастье, а в первую очередь для того, чтобы это счастье было внутри тебя. И исходя из этого состояния, говоря о выборе, мы начинаем что-то делать. То есть мы трудимся и работаем из состояния счастья. И тогда этого счастья становится в нас больше. С другой стороны, опять же таки, восьмерка пентаклей, карта мастерства. К мастерству мы приходим когда? Когда мы дисциплинированно на протяжении долгого периода времени совершаем, возможно, однообразные действия, но они в конечном итоге дают результат. Здесь главное – это то состояние, в котором мы все делаем. Восьмерка пентаклей указывает на удовольствие, потому что если бы у человека не было желания, не было бы удовольствия, он бы долгое время, а долгое время это не 1 год, он бы не занимался этим. Поэтому счастье – это выбор, это то, к чему мы прикладываем свои собственные усилия, потому что мы осознаем ценность этого. То есть если для вас счастье является ценностью, то вы будете с огромным удовольствием работать над тем, чтобы это счастье приумножать. То есть оно у вас есть априори как понятие, и вы просто совершенствуете его. С другой стороны, здесь тоже пентакли, но по масти это выше, королева пентаклей. Она указывает о том, что счастье – это право по рождению. Да, это право по рождению. И королева пентаклей указывает на заботу, на любовь к кому-то, выражение этой любви, создание уюта, создание комфорта. Это проживание в материальном мире и получение от него удовольствия. Поэтому счастье – это удовольствие от того, что мы живем в физическом мире. И вот здесь человек, скорее всего, как задача, должен это осознать. То есть счастье – это не когда ты находишься там в духовности либо витаешь в облаках, а счастье – это когда ты наслаждаешься материальным миром. Когда по королеве пентаклей этот физический мир для тебя не становится враждебным, а становится он лишь только тогда, когда наше восприятие этого мира, оно в негативном ключе. Поэтому здесь обе карты, они указывают на то, что это имеет место быть. В одном случае мы осознанно работаем над этим, и в таком случае счастье становится нашим выбором, а с другой стороны, является ли это правом нашим по рождению, быть счастливым? Да, является. Только некоторые люди работают над этим и приумножают, и получают удовольствие. А другая категория людей, наоборот, страдает и говорит о том, что нет, этого счастья у меня нет. И люди вообще не рождены для счастья. А там, я не знаю, разные понятия могут быть там, для страданий и так далее, и так далее. Нет. Мы рождены для того, чтобы в материальном мире познать его и получить удовольствие. Причем королева пентаклей – это внутреннее состояние, это внутренние наши рамки, это не внешнее. Здесь поэтому счастье, оно у нас как понятие ценности идет внутри нас. Мы должны это счастье ощутить внутри себя и в дальнейшем приумножить, потому что королева пентаклей, она приумножает то, что у нее есть. Она не во внешнем мире зарабатывает, а у нее идет состояние изнутри наружу.
И вот это вот счастье, это состояние нужно приумножать, над этим нужно работать. Восьмерка пентаклей. Но не вкалывать, как Папа Карло, да, как Сизифов труд, бессмысленный какой-то, а наоборот, получать удовольствие от того, что мы имеем. То есть здесь это немножко философская тема, но и то, и другое это имеет место быть. Не знаю, постаралась донести смысл этих двух карт. Как-то так.